Меня попросили сравнить спелые и зеленые помидоры, чем они отличаются. Стоит ли закрывать на зиму зеленые помидоры или в них нет ничего полезного? Итак, на экране сравнительная таблица витаминов и минералов в 100 граммах спелого и зеленого помидоров. Как мы можем видеть, зеленый помидор не бесполезен. Он содержит витамин С 26%, немного витамина В5, медь, витамин К, калий, бета-каротин и марганец. Все остальное ниже 5% от суточной нормы и нет смысла рассматривать. Есть два интересных момента. Во-первых, в зеленом помидоре витамина В5 в 2 раза больше, чем в спелом. Недостаток пантотеновой кислоты в организме приводит к нарушениям обмена веществ, которые проявляются дерматитом, депигментацией и потерей волос, прекращением роста, истощением, изменениями в надпочечниках и нервной системе, а также нарушениями координации движений, функций сердца и почек, желудка, кишечника. Второй интересный момент – это количество витамина С почти идентично в зеленом и спелом помидорах. Именно этот витамин придает помидору повышенную ценность. В 100 граммах томатов витамина С примерно 25 мг. Это столько же, как и в красной смородине, малине, пекинской и белокочанной капусте. И это больше, чем в таких ягодах, как голубика, ежевика, брусника. Зато цена помидора значительно ниже перечисленных овощей и ягод. Так что, если вы любите маринованные зеленые помидорчики, почему нет? Хороший источник витамина С. Однако есть сведения, что зеленые помидоры содержат яд солонин и можно отравиться. Это искаженная информация, и в инете вы найдете тому доказательства. Например, в Википедии в данных о солонине написано следующее. Солонин не содержится в томатах, несмотря на то, что они тоже рода посленовых растений. В томатах содержится томатин, который схож с солонином, но в десятки раз менее токсичен, чем солонин. Более того, концентрация томатина именно в листьях, а не плодах. Чтобы отравиться, взрослому человеку нужно съесть за раз полкилограмма листьев томатов. И то отравление выражается в диарее и рвоте. В общем, тема закрыта. Можно смело закрывать зеленые помидоры на зиму, мариновать их, ферментировать и тому подобное. Единственное ограничение касается людей, у которых аллергия на томаты или все посленовые. Но, как правило, такие люди знают об этом и не прикасаются ни к каким томатам. А что вы думаете о зеленых помидорах? Употребляли ли вы их или нет? Оставьте комментарии.